Друзья, всем привет! В этом видео я с вами поделюсь интересной информацией касаемо того, что в январе 2025 года в Германии Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев опубликовало официальный отчет по миграционным процессам, которые происходили в Германии в 2023 году. И если вам эта тема интересна, беженцы, миграция и так далее, обязательно смотрите это видео до конца. Обязательно, друзья, подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новое касаемо беженцев в Германии и в странах Европейского Союза. То есть мой канал посвящен беженцам и вопросам миграции. И будете владеть всей информацией. Итак, Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев имеет у себя исследовательский центр. И задача этого исследовательского центра одна. Само название за себя говорит. Исследовать миграцию, эмиграцию, иммиграцию в Германии. И вот ежегодно этот центр готовит отчет для Федерального кабинета министров. Отчет федерального правительства о миграции за 2023 год. В этом отчете указывается ежегодный обзор, дается в цифрах, тенденции все указываются, развитие иммиграции и эмиграции в Германии, включая все группы иммигрантов. Отчет о миграции обычно публикуется примерно через 12 месяцев после окончания соответствующего отчетного периода. Поэтому в начале 2025 года был публично опубликован отчет за 2023 год. Соответственно, в начале 2026 года будет опубликован отчет по тенденциям за 2024 год. То есть с опозданием. Основные цифры, которые указаны в этом отчете. Быстренько пробежимся, сейчас я вам о них расскажу, друзья. Была проведена в 2023 году в Германии микроперепись населения. И вот согласно этой микропереписи 25 миллионов граждан Германии имеют миграционное прошлое. 25 миллионов. Напомню, что всего население Германии составляет примерно 84 миллиона. Также в 2023 году в Германию эмигрировало около 1 миллиона 930 тысяч человек. Примерно 2 миллиона. Теперь, что касается Украины, что касается граждан Украины, которые приехали в Германию. В 2023 году в Германию из Украины приехало значительно меньше граждан, чем в предыдущем году, из-за чего иммиграция иностранных граждан упала почти на 30% по сравнению с 2022 годом. То есть, исходя из этой информации, мы с вами видим и понимаем, что все-таки значительная часть всех мигрантов, которые едут в Германию, составляют граждане Украины. В 2023 году из Украины в Германию эмигрировало всего 276 тысяч человек. И несмотря на это, Украина по-прежнему занимает первое место среди стран происхождения. В 2022 году в Германию эмигрировало 950 тысяч человек. Там, понятно, начались военные действия и, соответственно, все ринулись в страны Европейского Союза, и большинство поехало в Германию. Также в этом отчете отражен интересный факт, который подтверждает, что все-таки значительную долю от общего объема миграции в Германию является миграция из стран Европейского Союза. Из Европы едут. 2/3, это 63,5% всех прибытий в 2023 году пришлись на внутреннюю европейскую миграцию. Кроме Украины, в тройку основных стран происхождения мигрантов входят Румыния с долей 9,8% и Турция с долей 6,5%. Понятно. То есть Украина на первом месте, на втором месте Румыния, на третьем месте Турция. Теперь, что касается беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. Тенденция увеличения числа ходатайств
о предоставлении убежища, которое сохраняется с 2021 года, продолжилось и в 2023 году. Было получено 329 120 первичных заявлений о предоставлении убежища. Это на 51% больше, чем в 2022 году. В 2022 году было подано 217 774 заявления о предоставлении убежища первичных. Сирия остается основной страной происхождения беженцев в Германии с долей 31,3%. При этом опережают Турцию. Турция на втором месте с долей 18,6%. И на третьем месте это граждане Афганистана, которые просят убежище в Германии. 15,6%. Теперь, что касается трудовой миграции. Всего, вот внимание, цифра. В 2023 году вид на жительство по трудовой миграции, трудовая миграция это со всего, касаемо всех стран нашей планеты. Значит, всего получили вид на жительство в 2023 году 72 400 человек. 72 тысячи, даже нету 100 тысяч человек. Напомню, что только в сфере ухода до 2030, по-моему, года, если я не ошибаюсь, необходимость и потребность, значит, заполнить вакансий в флеге составляет 400 тысяч человек. 400 тысяч работников надо. А в 2023 году всего прибыло 72 400 человек из разных сфер. То есть представляете, то есть какая идет нехватка трудовых кадров. Это соответствует небольшому снижению на 0,9% по сравнению с 2022 годом. То есть трудовая миграция чуть-чуть снизилась на 1% в 2023 году. Теперь, что касается миграции в сфере образования, то есть студентов. Значит, в 2023 году показатели снизились по сравнению с 2022 годом на 2,7%. Значит, самой большой группой, которая мигрировала в Германию, являются студенты. Ну, если мы берем по образованию, это студенты, и всего численность составила 40 тысяч человек. И доля студентов составила из общего числа образовательных, условно так назовем, миграций 68,8%. То есть 70% это студенты, и вот их количество 40 тысяч человек. То есть тоже не так много. Вот такие основные, друзья, показатели. Что будет в 2024 году, непонятно. Мы видим, как, к сожалению, в Германии закрываются многие предприятия, банкротятся. Много также крупных предприятий перевозят свои производственные мощности в Соединенные Штаты Америки. Там энергоносители дешевле. Опять же, по-моему, Германия в 2023-2024 году пик безработицы. По-моему, 3 миллиона безработных в Германии. То есть, как будет в 2025 год происходить, будем смотреть. Соответственно, это все тоже влияет. Ну и плюс, соответственно, влияют войны, катаклизмы, которые происходят на планете Земля. Соответственно, все пытаются попасть в Германию, получить социальные пособия и так далее. Вот такая, друзья, ситуация. Поэтому, что думаете вы по этой теме? Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях.